Как без диет похудеть женщине после 45 лет? Вы открываете шкаф, надеваете любимое платье, а оно сидит так, как будто календарь отмотался на 10 лет назад. И все это без изнуряющих диет. Без подсчета каждой крошки и марафонов на беговой дорожке. Меня зовут Юлия Щербатова. Мне 48 лет. Я кандидат медицинских наук, врач-косметолог и учредитель клиники. В этом видео я покажу, почему гормоны важнее калорий и как булка с чаем превращается в коварную ловушку для веса. И где на самом деле спрятана кнопка ускорения метаболизма. Вы узнаете, что происходит с организмом, когда стрелка гормонов идет вниз. Почему привычные диеты работают все хуже. И еще я дам вам 3 простых шага, с которых начать путь к легкости, а также открою личный чек-лист, с помощью которого мои пациентки теряют до 12 килограммов, оставаясь при этом сытыми и энергичными. Чтобы понять, почему худеть сложно после 40, нужно понять, что происходит с женским организмом после 45 лет. Еще в молодом возрасте, относительно молодом, мы начинаем терять один очень важный наш гормон. Это соматотропный гормон. Кто-то из вас слышал такое название, и хорошо, что слышал, потому что благодаря соматотропному гормону человеческий организм набирает вот ту критическую массу, годную для выживания, для того, чтобы наш организм мог существовать в этом мире во времени и пространстве хорошо. Соматотропный гормон отвечает за набор костной массы, мышечной массы, жировой массы. Делает это соотношение оптимальным для того, чтобы выросший человек, который из ребеночка превращается в подросточка, а потом превращается в нормальную, красивую, половозрелую особь, наконец-то мог существовать автономно и качественно. Соматотропный гормон мы начинаем терять очень-очень рано, к огромному сожалению. Внимание неприятное. Мы перестаем соблюдать режим сна, еще будучи подростками буквально. И это первые потери нашего соматотропного гормона. Соматотропный гормон вырабатывается у человека, когда он спит. Спит в прямом смысле этого слова. Не дремлет как-то возле телевизора, не слушает там что-то в наушниках. Нет. Когда он спит, это приблизительно 23 часа, 24 часа, когда сутки привалили вот за начало, заканчивается синтез нашего соматотропного гормона, и череда циркадных ритмов продолжается. Если наш соматотропный гормон не выработался, то есть вы не спали в это время, происходит неприятное. Сбивается впервые в этой жизни наш циркадный ритм. Поэтому спать в 23 часа – это критически важный навык. Очень важно, чтобы вы своих детей научили вовремя ложиться спать. Ну, естественно, сами ложились вовремя спать. Соматотропный гормон приводит, его снижение, к тому, что у нас впервые в жизни появляется инсулинорезистентность. Сюрприз. У нас появляется впервые распад тканей, который превалирует над синтезом. И мы впервые начинаем испытывать недостаточность этого гормона и начинаем набирать вес. Второе, что меняется в организме женщины, это снижение уровня половых гормонов. Половые гормоны у нас в расцвете находятся в тот момент, когда мы впервые начинаем менструировать, и приблизительно до возраста 25-26 лет у женщин. А потом уровень половых гормонов начинает снижаться. То есть это происходит не в менопаузе, это уже конец этого процесса, а именно в возрасте 25, 26, 27 лет, приблизительно так. Что же происходит помимо снижения уровня половых гормонов? Все говорят половые гормоны, но это не единственная проблема. В организме начинает происходить полиэндокринная недостаточность. Что это значит? Это означает, что снижаются уровни всех гормонов. И гормонов щитовидной железы, и гормонов гипофиза иногда, и надпочечниковых гормонов, и гормонов гипоталамуса, и тканевых гормонов, и так далее, и так далее. У человека вообще выделяется 72 гормона. Поэтому снижается уровень всех из них. И наш метаболизм замедляется. Третье. Это замедление метаболизма, пресловутое, да, есть такая замечательная поговорка: мы толстеем не от котлет, а от лет. Метаболизм замедляется не потому, что он сам по себе замедляется, а потому что нарушается работа митохондрии. Митохондрия – это такая органелла, это такая маленькая атомная электростанция внутри каждой клетки, которая и производит всю ту энергию жизненную, которая делает нас не только энергичными, но еще и позволяет все съеденное переработать в энергию и в наши здоровые ткани. Замедление работы митохондрий приводит к тому, что у нас снижается скорость метаболизма. Неприятная новость. Имея в виду все вышесказанное, мы
понимаем, что гормоны виноваты, но не спешите винить во всем гормоны, потому что на самом деле снижение уровня гормонов плохо работает тогда, когда вы не понимаете, как правильно себя кормить. Потому что ключевое значение имеет, что, сколько и как вы едите. Об этом я расскажу чуть позже, а сейчас мы обсудим, почему же традиционные диеты не работают. Об этом часто меня спрашивают мои пациенты. Потому что диета – это комплекс мероприятий пищевых на определенный период времени, который призван исправить какую-то ситуацию, который призван для того, чтобы переключить метаболизм в другое русло, для того, чтобы решить какую-то конкретную проблему. Диета – это не образ жизни. Диета – это лечебное мероприятие. И вот когда вы начинаете придумывать себе диету, не посовещавшись с врачом, что такого сложного, полный интернет всего, это то, чем вы копаете себе ямку. Почему? Потому что вам кажется, что диета, особенно редукционная диета, как мы это называем, то есть удаление из своего рациона каких-то замечательных вещей, почему-то кажется очень часто, что это должны быть обязательно жиры, надо их удалить, обязательно нужно вычленить какие-то продукты, которые приносят в ваш организм микроэлементы, антиоксиданты, витамины. Почему-то считается, что это надо выбросить, но не углеводы. И на самом деле правильно выстроенная система питания радикально отличается от редукционных диет, потому что правильная подобранная система питания для вас, конкретная для вас, потому что мы все разные, доктором подбирается так, что вы получаете полный набор белков, правильных жиров, правильных углеводов, достаточное количество клетчатки, антиоксиданты, микроэлементы, витамины, прочие нутритивные вещества, из которых ваше тело строит само себя здоровым. А диета делает все наоборот. Вы что-то исключаете, в результате недополучаете строительных веществ для того, чтобы ваше тело само себя воссоздавало здоровым и красивым. Вы голодный, вы злой, вы с какими-то обостряющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ваша кожа выглядит не очень, еще и волосы начнут выпадать. Поэтому диета и система питания радикально отличаются друг от друга. Итак, как похудеть без диеты? Правило первое. Исключить перекусы. В любом виде. Если вы, проходя мимо стола коллеги, печеньку, или кто-то на кухне с днем рождения поставил тортик, просто так от скуки что-то засовываете в рот, и вам кажется, что это ничего такого. Вот таким нехитрым способом, вроде бы ничего не делая, не поедая горы какие-то еды, вы просто маленькой печенькой запускаете свой инсулиновый круг опять. Конечно, бывают ситуации, когда перекусы случаются в нашей жизни, и это поддерживает здоровую энергию в нас. Когда это бывает? Например, мы в каком-то путешествии, в походе, в горах, где-нибудь просто огромный какие-то перелет случается. Все бывает. Но если вы не находитесь в таких форс-мажорных ситуациях, перекусы лучше исключить. И это точно приведет к потере веса. Второй совет. Научитесь разделять то, что вы едите, на еду и не еду. Я когда-то очень давно просто пытаясь своим пациентам объяснить, что такое еда и не еда, такой придумала сценарий, и он помог очень многому количеству людей. Еда – это то, что приносит нутритивную ценность, то есть содержит белки, сложные углеводы, животные жиры, полезные масла. Еда. То, что не содержит этих веществ, очень часто это что-то сладкое на вкус, это то, что мы называем пустыми калориями, то есть если вы это не съедите, ничего не произойдет. Вы не умрете от голода. Это просто можно совершенно спокойно убрать. Это не еда, не содержит строительных материалов для вашего организма. Борщ – еда. Булка – не еда. Манты – еда. Торт не еда. Важный нюанс. Конечно, мы все так делаем. Мы иногда употребляем пустые калории. Но вы должны осознавать, что если вы осмысленно что-то съели, то, без чего вы не умрете, не принесли никакой строительной пользы своему организму, ничего страшного. Если это был один раз, и это вами осмысленно, не проблема. Вот если вы все время делаете выбор в пользу не еды, задумайтесь о том, почему вы набираете вес. Совет номер 3. Полноценный завтрак. Я часто слышу, некоторые нутрициологи, еще разные специалисты по питанию говорят, вы должны есть тогда, когда вам хочется. Не хотите завтракать? Не завтракайте. Идите в поля, когда вы поедите в следующий раз, одному Богу известно. И это огромная проблема, потому что жизнь современного человека устроена так, что если мы не позавтракали, так бывает, в следующий раз
прием полноценной пищи может наступить очень-очень-очень нескоро. И в этот момент, пока вот этот большой разбег по времени был, вы нахватались чего-то, совершенно не осознавая, почему вы это съели. То есть это не было полноценным приемом пищи. По коллегам, по разным, моему ближайшему окружению могу такое рассказать. Что человек говорит, я не завтракаю, потому что утром у меня не было аппетита. Я ничего не смог поесть. Я говорю, хорошо, когда ты поел в следующий раз? У меня есть такой один вообще замечательный близкий. Говорит, часов 5. Я говорю, что ты съел часов 5? Не знаю, салат. Почему? Потому что я уже много раз за это время захотел съесть, чтобы поесть, возник аппетит. Я что-то чем-то закусил, у меня не было возможности поесть что-то нормальное, полноценное. Аппетит прошел, и так прошел час, два, три, четыре, наступило 5 часов вечера, и впервые человек добрался до еды. Надо ли говорить, что его мышечная масса в плохом состоянии, жировая масса в плохом состоянии, все не очень хорошо, благодаря вот такому нетрудному приему. Если вы хотите не копить вес, а наоборот худеть, обязательно нормализуйте свой ритм питания. Мы поели с утра обязательно основательно. Это должно быть нормальное поступление белка, сложных углеводов и полезных жиров. Это точно совершенно снижает вероятность компульсивного переедания, перекусов, каких-то несанкционированных употреблений разных пищевых и не вполне себе пищевых веществ, просто потому что вы не осознаете своего голода в течение дня. Когда наступает обед, вы опять что-то, вы говорите, вроде я не так сильно хочу есть, потому что уже 100 раз перекусили. Обеда нормального не состоялось. И до ужина еще бог знает сколько, да, и будет ли ваш ужин, неизвестно, и если он будет, может, в 10 часов вечера будет. То есть на самом деле вот этот один утренний прием пищи определяет пищевое поведение на целый день. Итак, питание мы сбалансировали, и вроде все должно полететь, но не очень летит. Есть нюанс. Это физическая активность. И это еще 50% нашего успеха. Потому что если мы сбалансировали питание и с гормонами все хорошо, это только 50% успеха. В чем фокус? Дело в том, что с возрастом мы становимся менее активными, менее вот такими подвижными. То есть, если посмотреть на детей, на подростков, они все время такие бегают, прыгают, что-то с ними происходит. И мы удивляемся, почему они так много едят и не полнеют. А взрослые там вроде ничего не ел, уже поправился. Потому что мышцы – это самый главный энергосжигающий завод в нашем организме. Это главный потребитель глюкозы. Поэтому, если мы поели, обязательно ходим, обязательно двигаемся. Не надо лежать на диване, откинувшись, думаю, сейчас все сгорит там в топке. Нет. Есть простые тесты, которыми вы можете совершенно бесплатно себя протестировать дома и понять, работают ваши мышцы хорошо или нет. Без помощи рук, никуда не откидываясь на спинке, не опираясь на подлокотники, вы садитесь на стул, ставите перед собой секундомер, и в течение 10 секунд вы должны сесть и встать не менее 8 раз. Это тест, который точно очень показывает, хорошо ваши мышцы работают или не очень. Еще нюанс. Это пресловутые 10 тысяч шагов в сутки. Почему 10 тысяч? Да, это понятно, что это замечательные японцы изобрели. Очень красиво иероглифами пишется 10 тысяч, очень удобно считать. Там большой маркетинговый под этим контекст. Но почему японцы вообще это придумали? Это же удивительно и прекрасно. Потому что человек сидячий, как мы его сейчас называем, человек сидячий, это каждый из нас, который работает в офисе, который вообще современный человек, он ведет мало того, что малоподвижный образ жизни, так еще и сидячий малоподвижный образ жизни. Раньше человек, даже 50 лет назад, вообще столько не сидел. Вообще средний человек столько не сидел, сколько мы сейчас сидим все. Там в детстве в нас развивали усидчивость, учили детей сидеть, хорошо, качественно сидеть. Вот мы научились, наконец, теперь не знаем, что с этим делать. Ходим. Не надо посылать кого-то за тем, что вам нужно. Принеси мне, пожалуйста. Не нужно думать, да ладно, потом сделаю. Нет. При любом таком позыве, когда вам надо что-то сделать, решайте это в свою пользу. Встаем и ходим. Пусть у вас будет браслет, да, фитнес-браслет, который помогает посчитать шаги. Пусть у вас будет просто там телефон в кармане с любым бесплатным приложением. Для того, чтобы посчитать шаги. Ходите. Суммарно ваша подвижность должна составлять 10 тысяч шагов в сутки. Дело в том, что 50 лет назад, даже 40 лет назад человек ходил гораздо больше, чем все эти 10 тысяч шагов. Мы ходили до работы, мы бежали за автобусом, мы шли куда-то, куда автобус не ходит вообще, автомобиль был роскошью, да и далеко не у всех он был. Там был, например, велосипед или что-то еще, то есть мы двигались гораздо больше. И поэтому эпидемия ожирения не тогда нас настигла, а сейчас. Есть еще один замечательный момент, который касается физической активности. Мышцы – это
орган очень большой в нашем организме, который занимает там, 70% нашего тела на самом деле. Мышцы должны работать, и они должны составлять качественную пропорцию между вашими костями, жиром, другими органами и собой. То есть мышечная масса – это не какая-то просто фигура речи. Это тот орган, который сделает вас худым и здоровым. Итак, мы с вами молодцы. Мы поняли все про гормоны, про питание, про физическую активность, похудели. И это только часть. Почему? Потому что иногда не так трудно похудеть. Да? Кто-то делает это множество раз. А вот удержать вес – это совершенно другая задача. И она, правда, трудная. И мы знаем, какие трудности поджидают человека на этом сложном пути. Именно здесь начинается индивидуальный подход. За помощью вы можете обратиться в нашу клинику. Наши эндокринологи, диетологи обязательно помогут вам разобраться в вашем случае, а ссылка на запись будет находиться в первом комментарии. И обязательно посмотрите следующий ролик. Я в нем рассказываю о 5 продуктах, которые мешают вам похудеть.